Приветствую! Вы на канале UID, и сегодня мы окунемся во вселенную ужаса и мрака Diablo 2. Рассмотрим, чем вторая часть привлекла к себе внимание игроков, а также саунд-дизайн игры. Погнали! Уже прошло 24 года с того момента, как компания Blizzard раскрыла нам мрачную историю мира Diablo. Более того, этот на первый взгляд сомнительный и ничем не примечательный проект с долгим и интересным путем разработки стал прародителем целого жанра Hack and Slash. То есть жанр, который представляет из себя рубилово и кромсалово, а также превращение в фарш всех, кто агрессивно к вам настроен. Первая Diablo – безоговорочная классика. Сейчас серия живет и процветает. Blizzard активно и регулярно обновляют и дополняют Diablo 3. Но моей самой любимой игрой в серии является Diablo 2. В детстве эта игра была моим главным и любимым развлечением. Сколько же хороших игр тогда было. Но после прохождения я всегда неизменно возвращался в Diablo 2. И думаю, я не один такой. Почувствовав все прелести успеха от первой части, разработчики не торопились с выпуском сиквела. Более того, они поначалу об этом даже не задумывались. И медленно, но уверенно они двигались к его выпуску. Он вышел в 2000 году. Сюжет второй части Diablo разворачивается там, где закончилась его первая часть. С Diablo было покончено. Главный герой первой части заключил его в себе силой камня душ, чтобы лишить его возможности воскреснуть. Последнее, что слышали жители Тристрама, был леденящий вопль Diablo. Вроде бы все кончено, и теперь в мире все будет спокойно. Но нет. Как оказалось, удержать Диабло в себе непросто. Герой, заключивший его в себе, постепенно сходил с ума. Старался реже видеться с людьми. И все время бормотал о каких-то братьях. В надежде укрыться от стихийных бедствий, герой заходит в таверну. Но тут Диабло проявляет себя и вызывает армию нежити, которая убивает в таверне всех, кроме одного – Мариуса. Силы зла вернулись. Тьма вновь нависла над Тристрамом. Диабло и Мариус отправляются на поиски братьев Диабло, благодаря которым он сможет вернуть свой прежний облик и освободиться от человеческого тела. Сюжет довольно простой, но в целом хороший. Вникать в него желательно, но не обязательно, ведь после каждого акта вам будут показывать ролики, и выполнены они просто превосходно. Более того, многие только ради этих роликов и играли. По части постановки Blizzard можно назвать профессионалами в создании кинематографических роликов, ведь любой ролик, созданный их компанией, является небольшим фильмом, в который погружается игрок. Возьмем, к примеру, вступительный ролик Diablo 2, в котором мы видим высокого незнакомца, открывающего решетку и неспешно заходящего в тюрьму. После кадр меняется, и нам показывают Мариуса, обессиленного и полностью лишенного воли к жизни, который лежит в камере на полу, изнывает от кошмаров, которые преследуют его. Крики, мольбы и удары хлыста на фоне добавляют атмосферности данной сцены, помогают лучше прочувствовать ее. После камера меняет ракурс, показывает нам комнату сверху, и как незнакомец заходит в нее. Мариус, заметив его, пугается и начинает пятиться к кровати, видимо, приняв его за одного из служащих места, где он находится, или же за демона из его кошмаров. После камера снова меняет план, и незнакомец садится на стул возле окна. Солнце засвечивает нам его лицо, сохраняя интригу, кто же это. В диалоге между Мариусом и незнакомцем, которого он принял за ангела Тираэля, можно увидеть эмоции Мариуса, что ему очень стыдно и он очень нервничает. Выражаются они при помощи анимации глаз, а также анимации движений. Согласитесь, на такие кинематографичные ролики намного приятнее смотреть, нежели на ролики с деревянной анимацией, без эмоций персонажей, а также без звуков на фоне, которые поддерживают атмосферу сцены. Что же до геймплея игры, тут разработчики прыгнули выше головы. Задача главного героя – устроить массовый геноцид нежити, а в конце добраться до самого Диабло и убить его. Основная задача не меняется никогда. Вся суть геймплея – рубить и кромсать за выбранного нами героя. Героев, кстати, во второй части игры прибавилось, и все они приобрели значительные отличия. Все герои имеют 3 стадии прокачки, уникальные навыки, связанные со своим классом. Прокачка самая стандартная, но с небольшими изменениями. За убийство врагов мы получаем опыт, но не получаем его за выполнение квестов. С каждым уровнем мы получаем 5 очков для стандартных характеристик и 1 скилл-поинт
Длится игра 4 акта. За это время мы посетим лагерь разбойников, расположенный на мрачных болотах. Попадем в солнечный город в пустыне под названием Лутголин, мрачный Кураст и финальная крепость Столпотворения. Каждая из этих локаций уникальна и имеет свое освещение врагов и музыкальное сопровождение. Итак, какими же персонажами нас порадует вторая часть? Суровый и брутальный варвар играет роль машины для убийства. Хорошо владеет любым видом оружия ближнего боя, как двуручным, так и одноручным. Он даже может носить сразу 2 двуручных меча. И он единственный персонаж в этой игре, у которого есть скилл прыжка. Эту груду мышц можно раскачать так, чтобы идти напролом, все сносить и ничего не бояться. Симпатичная амазонка хорошо владеет пиками, луками, арбалетами и метательным оружием. Она идеальный персонаж для битв на дальних дистанциях. Хотя при желании вы можете сделать из амазонки бойца ближнего боя или вообще универсала. Не менее симпатичная волшебница, которая очень слаба в ближнем бою, да и в целом пара ударов и она труп. Но чтобы нанести эту пару ударов, нужно сначала к ней подойти, а она этого не допустит, ибо владеет магией всех стихий. Паладин самый живучий персонаж в игре, но несмотря на свою живучесть, у него уходит приличное количество времени на кастование заклинаний. Наиболее комфортно паладины себя чувствуют в ближнем бою, используя мечи и сабли, дополнительно усиливая себя различными аурами. Этот воин всегда был близок к церкви, поэтому владеет различными молитвами, которые может использовать на себя или своих союзников. Некромант – это простой любитель темной магии, может создать целую армию скелетов, големов или других монстров. Благодаря такому подходу вам часто не придется даже руки марать в сражении с нечистью. За вас все сделают ваши прихвостни. Но темная магия не ограничивается только полчищами миньонов. В ваших силах будет еще куча разных проклятий, способных ослабить врага и извести его до смерти. Ассасин – это первый персонаж, добавленный в дополнение Lord of Destruction. Этот персонаж легко расправляется с полчищами адских созданий, нарезая их на мелкую солому, используя стальные когти и особые тайные техники. Благодаря своим умениям, ассасины могут использовать в бою различные ловушки, которые помогают им истреблять монстров, а также призывать на помощь собственную тень, которая становится полноценным помощником в сражении. И не важно, что у вас за оружие или что на вас надето. Второй персонаж, добавленный в Lord of Destruction, это друид. Живущие в гармонии с природой, друиды научились использовать ее силы. В бою они могут призывать на помощь волков, медведей и ястребов, что делает их похожими на некромантов. В то же время они могут управлять стихиями огня и ветра, что приближает их к волшебникам. А если заглянуть глубже, то их способность перевоплощаться в животных делает их такими же сильными, как варвары. В общем, это мастер дубины и природы. Кому-то может показаться, что игра быстро наскучит из-за того, что в ней нет ничего, кроме кровавого мочилова направо и налево, но это не так. Помимо разнообразия персонажей и их навыков, враги также разнообразны. Они поделены на несколько типов. В их рядах помимо обычных врагов присутствуют чемпионы, которые являются просто улучшенными версиями стандартных монстров. Есть берсерки, одержимые, призрачные, фанатики, и каждый из них имеет свой бонус к определенному параметру. Есть уникальные монстры, которые встречаются редко и помимо бонусов имеют еще и способности, а есть супер уникальные, имеющие способности и определенные характеристики. Разработчики постарались и добавили в игру массу контента. Про дроп и шмот тоже есть что сказать. Вещи тут делятся на группы. Есть простые, есть магические. Редкие, являющиеся теми же магическими, но с большим количеством свойств. Есть уникальные, эфирные, самодельные и вещи из наборов. В городе у соответствующего NPC можно нанять наемника. Они играют ту же роль, что и существа некроманта или друида. Но главным достоинством этой игры и то, почему я всегда раньше к ней возвращался, это реиграбельность. Локации и пещеры генерируются рандомно, они всегда выглядят по-разному. Более того, после прохождения игры вы можете перепройти ее на более высоком уровне сложности, но с уже имеющимся шмотом и прокачанным героем. По стандарту вы играете на нормальном уровне сложности, позже открывается хардкор,
На этом уровне сложности персонаж лишен возможности воскрешаться, то есть если вы умрете, то воскреснуть уже не сможете. Затем открывается ночной кошмар. Когда вы умираете на кошмаре, то теряете часть опыта, но эту часть можно вернуть, если поднять свой труп на месте гибели. Плюс на этом уровне сложности герои качаются быстрее, но и хп врагов увеличивается, да еще и разные плюшки типа замораживания, замедления, высасывания маны жизни сокращаются в 2 раза. После прохождения на ночном кошмаре открывается последний уровень сложности ад. При смерти на нем вы также теряете опыт. Но если вы на кошмаре теряли 5% от общего опыта, то тут 10%. Враги становятся еще сильнее и еще более живучими. Ваш герой также быстрее качается, сопротивление героя и наемников уменьшаются на 100%. Есть даже мультиплеер, работающий на клиент. Серверные технологии. В мультиплеер можно перенести своего персонажа из сингла. В мультиплеере есть возможность дарить друг другу вещи. У врагов увеличивается здоровье и опыт, получаемый за их убийство. Можно создать свой альянс и воевать толпа на толпу. Игроки изначально нейтральны, но могут работать в кооперативе или враждовать. Тут даже дуэли можно устраивать. Для своего времени в игре очень достойная графика. Сейчас она смотрится довольно устаревшей, но чего у игры не отнять, так это мрачной атмосферы, приправленной отличным саундтреком. Кстати, саундтреки для игры Diablo 2 были написаны Мэттом Уолманом, Джейсоном Хейсоном, Гленном Стаффордом и Андрео Пессино. За данные треки авторы были удостоены награды за лучший звук от Международной организации игр. Для записи саундтреков Diablo 2 были использованы духовые и струнные инструменты. Чего стоит саундтрек под названием Тристрам, который передает атмосферу мрака Санктуарии, опасности и одиночества в сложном и опасном пути нашего героя. Всегда есть игры, которые западают нам в душу, и стоит время от времени освежить свои воспоминания и окунуться в них. Всем спасибо за внимание. Если данный ролик вам понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если вы хотите подробнее услышать о геймдизайне уровней Diablo 2, оставляйте свои комментарии, а на этом я с вами прощаюсь.